Озлобленный мужчина остановил свою машину прямо посреди дороги, достал из кузова коробку с 9 маленькими щенками и буквально вышвырнул ее на землю, а их мама-собака, жалобно заскулив, бросилась следом за детенышами. Мужчина лишь злобно усмехнулся, взглянув на беспомощных питомцев, после чего сел за руль и умчался вдаль, оставив несчастных животных на произвол судьбы. Эта история началась гораздо раньше. Та самая собака по кличке Лада счастливо жила в семье Джека и Джанет, пока у пары окончательно не испортились отношения, заставив женщину бросить супруга и уйти из дома. С этого момента Джек стал очень хмурым, и каждый день он непременно прикладывался к бутылке с алкоголем. Также хозяин практически перестал обращать внимание на свою питомицу, которая в этот момент была беременна и вскоре должна была принести щенков. Однако постоянно пьяный Джек словно забыл о собаке и почти не подходил к ее будке, оставив бедняжку без воды и еды. У Лады уже начал просыпаться материнский инстинкт, и ей приходилось очень тяжело без Джанет, которая очень любила собаку и всегда заботилась о ней. Ладу мучил сильный голод, тогда она решилась выбраться из своей будки и незаметно прокрасться в дом хозяина через заднюю дверь. Не увидев Джека, Лада прошла на кухню, где запрыгнула передними лапами на стол и начала с жадностью есть объедки курицы и картошки фри, оставшиеся после обеда Джека. В этот момент все еще пьяный хозяин спустился со 2-го этажа, увидел питомца рядом с обеденным столом и с грозным криком бросился к нему. Мужчина попытался пнуть собаку ногой прямо в живот, но Ладе удалось увернуться от удара, выбежать на улицу и вновь забиться вглубь своей будки, со страхом ожидая, что злой хозяин последует за ней. Однако Джеку было лень гнаться за животным, и он пошел к холодильнику за очередной бутылкой пива. Клара недавно вернулась в родной город из Тибета, где она прожила несколько лет, учась древним целительским практикам. Теперь женщина была полна решимости помогать окружающим с помощью альтернативных лечебных практик и лекарственных растений, о которых она так много узнала из своей поездки. Клара одновременно лечила тело, разум и душу своих пациентов, поэтому так много людей обращались к ней за помощью. Она часто бродила по окрестным лесам в поисках целебных трав и растений для своих пациентов. Не в силах больше терпеть голод, Лада вышла из своей будки и направилась к Джеку, который сидел на крыльце дома с банкой пива и, как обычно, о чем-то грустил. Собака надеялась, что хозяин наконец ее пожалеет, но лишь увидев питомца, мужчина по непонятной причине рассвирепел и начал забрасывать ее пустыми банками из-под пива, так что Ладе пришлось вновь убежать в свою конуру. Той ночью шел сильный дождь, а в небе сверкали молнии. Если бы Джанет была здесь, она, как обычно, забрала бы Ладу домой, но Джеку, конечно, было плевать на питомца. Лада забилась в дальний угол своей будки, когда неожиданно у нее начались схватки, и уже вскоре на свет появился первый малыш. Пока на улице была настоящая буря с проливным дождем и шквальным ветром, отчаявшаяся Лада родила 9 щенков, одного за другим. Несмотря на печальное состояние собаки, все детеныши были живы и с жадностью пили материнское молоко, которого едва хватило на всех. Как только щенки наконец насытились и уснули, Ладе пришлось покинуть будку, несмотря на еще продолжающийся дождь, и направиться к мусорным бакам за вонючими остатками еды, так как собаке нужно было срочно утолить свой голод, иначе у нее не будет молока для маленьких щеночков. Ближе к обеду следующего дня Джек появился на крыльце дома и почти сразу обратил внимание на изменившееся поведение питомца. Хозяин силой отодвинул собаку от конуры и заглянул внутрь, где, плотно прижавшись друг к другу, лежали 9 маленьких пушистых комочков.
Эта картина окончательно вывела мужчину из себя, который в очередной раз обвинил бывшую жену в том, что она бросила здесь свою вонючую собаку, после чего вернулся в дом. Там он взял картонную коробку и подошел к будке. Лада хотела помешать злому хозяину, но тот грубо ее отшвырнул, запихал всех щенков в коробку и бросил ее в кузов машины. Лада без раздумий прыгнула следом за малышами, а хозяин сел за руль и нажал на газ, уже окончательно все решив для себя. Проехав несколько километров, Джек остановил машину и вытащил коробку со щенками на обочину, а Лада не отставала от них ни на шаг. После этого мужчина, не сказав ни слова, вернулся в свою машину и поехал обратно домой, оставив своих питомцев на произвол судьбы. Растерянная собака не знала, что ей теперь делать, оставшись вместе со своими маленькими детенышами посреди леса. Лада вспоминала свою хозяйку Джанет, которая всегда была так добра с ней, когда поблизости раздался звук шагов, а через несколько мгновений на поляне показалась Клара. Целительница заметила Ладу и первым делом подумала, что собака убежала из дома и заблудилась. При этом Лада сразу поняла, что добрая женщина не причинит им вреда, и подбежала к ней. Затем собака вернулась к коробке и начала жалобно скулить, заставив Клару заглянуть внутрь и ахнуть от удивления, обнаружив там 9 маленьких щеночков. Женщина поняла, что злой хозяин выбросил своего питомца вместе со щенками прямо в лесу и не смогла пройти мимо чужой беды. Клара подхватила коробку, позвала Ладу идти за ней следом и направилась к своему дому. Прошло 2 года. Клара приютила Ладу со щенками и решила оставить взрослую собаку себе. Когда щенки немного подросли, она постепенно раздала их своим друзьям и знакомым, в которых была уверена, и которые точно смогли бы позаботиться о малышах. Сама целительница теперь была хорошо известна во всем городе, так как она помогла уже многим его жителям. В то же время Джек окончательно спился. Он потерял работу и был вынужден продать свой дом и машину, поселившись в старом трейлере рядом с лесом. Казалось, что мужчину уже не ждало ничего хорошего в его беспросветной жизни. Однажды Джек шел пьяный по лесу, но запнулся о торчавший из земли пень, сильно подвернул ногу и упал на землю, не в силах даже подняться. Через пару часов на поляне появились Клара вместе с Ладой, чтобы собрать немного целебных трав. Собака первой заметила бывшего хозяина и злобно зарычала, словно пытаясь защитить от него женщину. Она поняла это, но увидела, что все еще пьяный мужчина попал в беду и не может сам подняться, так как что-то случилось с его ногой. Клара поняла, что она не сможет просто пройти мимо, и первым делом успокоила собаку, пообещав питомцу, что все будет хорошо. Женщина помогла Джеку подняться, и вместе они дошли до дома целительницы. Клара сразу сделала гостю компресс из целебных трав на травмированную ногу и позволила остаться на ночь. Наутро Джек чувствовал себя гораздо лучше, благодаря помощи целительницы, и самостоятельно дошел до веранды, где хозяйка угостила его завтраком и напоила целебным отваром. Гость едва не заплакал, увидев у ног хозяйки Ладу, которая выглядела ухоженной и хорошо накормленной. Джек, всхлипывая, поблагодарил Клару, которая буквально спасла его жизнь, и признался, что в свое время он причинил Ладе очень много зла. Женщина уже поняла это, но у нее не было ни капли злости на мужчину, который окончательно потерялся в жизни. Вместо этого Клара сказала гостю, что если он сам этого захочет, то она сможет приютить его на некоторое время и помочь ему. Ведь в этой жизни никогда не поздно начать все сначала. А Лада в этот момент внимательно наблюдала за бывшим хозяином, который выглядел очень уставшим и раскаявшимся, но полным надежды вернуть свою давно потерянную жизнь.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.